С самого детства Маша была сорванцом, предпочитая компанию мальчишек. Она обожала лазить по деревьям и играть в войнушку. После школы, вопреки воле родителей, она уехала в город, чтобы учиться на геолога. Мать сокрушалась, что дочь выбрала мужскую профессию, но Маша настояла на своем. Она легко поступила в институт и успешно училась, но на 3-м курсе судьба свела ее с Антоном, парнем старше ее, который играл на гитаре и покорял сердце девушек. Антон, уже отслуживший в армии, учился на лесника и был известен как Антоныч. Маша влюбилась без памяти, забросила учебу. Когда Антон предложил ей поехать с ним на работу в глушь, не раздумывая, бросила все и последовала за ним. Она даже не сообщила родителям о своем решении. Маша понимала, что жизнь в тайге будет непростой, но верила в силу любви. Однако реальность оказалась суровой. Им достался старый, продуваемый дом. Антон стал егерем и пропадал в лесу. Он представлялся всем Антоновичем, и его так и стали звать. Маша тосковала в одиночестве, не находя общего языка с местными жителями. Ее положение было неопределенным. Антон не спешил делать ей предложение. Он раздражался, когда Маша поднимала вопрос о браке. Но когда она забеременела, они все-таки расписались. Через год родились близнецы Толя и Ваня. Однако Антон не проявил особой радости. Он все больше отдалялся, пропадая в тайге, ремонтировал избушку, строил какие-то тайные землянки и становился все более замкнутым и озлобленным. Антон ничего не рассказывал Маше о своих проблемах, но она видела, что он чем-то обеспокоен. Он иногда жаловался на то, что ему надоело развлекать охотников, угождать начальству и прислуживать им. Это стало повторяться все чаще. «Ничего, Машка, потерпи, скоро отработаем положенные 3 года и уедем отсюда навсегда», — говорил он жене, пытаясь ее успокоить. Оставалось совсем немного, всего несколько месяцев, но между ними уже не было прежней близости и взаимопонимания. Но этим планам не суждено было сбыться. На очередной охоте с местными чиновниками Антоныч случайно, а может быть и намеренно, убил человека. Антон утверждал, что его подставили, наказав за его строптивость, но ему никто не поверил. В итоге егеря приговорили к 4 годам тюрьмы. Маша осталась одна с детьми в деревне. К родителям она ехать категорически отказалась, хотя они предлагали помощь. Она устроилась работать на ферму и начала растить детей, тоскуя по дому. Время шло быстро, дети росли не по дням, а по часам. Однажды Толя нашел в лесу глухаренка. Как он там оказался один, никто не знал. Мальчик долго держал птенца в руках, оглядываясь по сторонам. Глухаренок испуганно кричал, но поблизости не было ни одного глухаря, чтобы его забрать. «Мама, что с ним делать будем?» — спросил Толя. «Не бросать же его на съедение зверям, домой отнесем», — ответила Маша. Она старалась привить детям любовь к природе и животным. «Ты, Ари, может, родители объявятся, тогда тебя отпустим», — поучал птенца Толя. «Куп-ку», — ответила птица и попыталась клюнуть своего спасителя. Для глухаренка смастерили большую клетку, накопали червей, назвали его Гошей и поселили на окне. Со временем из худенького птенца вырос крепкий глухарь. Гоша не боялся людей, часто садился на плечи к детям или бродил по кухне, пытаясь стащить что-нибудь вкусное. Маша открыла клетку и выпустила питомца на волю. Гоша не стремился покидать дом. Он лишь ненадолго улетал к деревьям, но всегда возвращался на подоконник, так и стал жить с ними. Иногда он все же летал в лес. Антон, вернувшись из колонии, сильно изменился. Не столько тюрьма его сломала, сколько окружение, в котором он оказался. Он стал поднимать руку на жену, доставалось и детям. Алкоголь усугублял ситуацию. Антон озлоблялся. Маша, как и в детстве,
смело защищала своих детей, вступая в схватки с мужем. Она не желала быть покорной, но муж был сильнее. Однажды Антон запер избитую Машу в сарае, а сам схватил детей и утащил в лес, начинавшийся прямо за огородом. Когда Маша выбралась из сарая, в доме никого не было. Даже клетка Гоши опустела, глухарь исчез. Маша поняла, что случилось что-то плохое, но не знала, где искать. Антон хорошо знал лес, у него было множество тайников, где Маша легко заблудилась бы. Женщина не решилась обратиться в полицию, боясь, что мужа снова посадят. Она все еще верила в его исправление, надеялась, что он изменится. Она понимала, что он мстит ей через детей, причиняя ей боль. К тому же, она думала, что с детьми ничего плохого не случится, ведь с ними отец, который их защитит. Она стала ждать, но дети не возвращались. На следующий день во дворе появился Гоша. В клюве у него был значок с кепки Вани. Маша встревожилась, но успокаивала себя, что это просто случайность. Она все еще надеялась на возвращение мужа с детьми. На следующий день Гоша принес пуговицу от куртки Толи. Тогда Маша поняла, что дети подают ей знак, и последовала за глухарем. Через 3 часа, преодолевая овраги и бурелом, она нашла их в замаскированной землянке. Дверь была заперта снаружи бревном, а Толя через разбитое окно передавал Гоше вещи, чтобы тот отнес их маме. Он надеялся, что она догадается и найдет их. «А где отец?» — спросила Маша, когда освободила детей и обняла их. Папа пошел в лес за дровами для печи, но так и не вернулся. «Мы его найдем, да, мама?» — спросили дети, надеясь на лучшее. Но Маша уже все поняла. Она больше никогда не увидит своего любимого Антона. К сожалению, это оказалось правдой. Через несколько дней его тело нашли в реке. То ли он сам утопился, то ли утонул случайно, выяснить так и не удалось. Но если бы не глухарь Гоша, который оказался очень умным и сообразительным, ребятам было бы очень тяжело в этой землянке. О самом страшном Маша даже думать боялась. Дорогие зрители, какие чувства вызвала у вас эта история? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч!